Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы расскажем о самой влиятельной женщине США, цель работы которой за последние 2 года заключается в уничтожении экономики России и отставке ее президента. В ноябре 2021 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, имея информацию о возможном начале специальной военной операции на Украине, анонсировал совещание. На совещании президент США Байден и иные присутствующие лица прекрасно понимали, что вступить в прямой военный конфликт с Россией является безумием, поскольку приведет к ядерной войне. Но и помощь Украине со стороны Запада финансами, вооружением, логистикой, разведывательной информацией явно недостаточно, чтобы победить. Поэтому на совещании, которое проходило в ситуационном центре Белого дома с участием армейского руководства США и спецслужб, была приглашена и самая влиятельная американка. Знакомьтесь, это Джанет Луис Йеллен, министр финансов США с 2021 года, а до этого председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. На совещании Йеллен сразу заявила, что применение санкций в отношении России, аналогичных в период президентства Барака Обамы, введенных после присоединения Крыма в состав России, не способно обрушить российскую экономику. Вы спросите нас, кто такая госпожа Йеллен, принимающая участие на стратегически важном совещании вместе с президентом США, как она вообще достигла таких высот в своей карьере и почему именно перед ней была поставлена задача обрушить экономику Российской Федерации. Джанет Луис Йеллен родилась в 1946 году в Бруклине. Ее мать – школьная учительница по образованию, а отец по образованию – врач. В 1967 году она получила степень бакалавра экономики в университете Брауна. В 1971 году получила степень доктора по экономике в Йельском университете, а впоследствии преподавала в ведущих вузах США, включая Гарвардский университет. В 1978 году она вышла замуж за Джорджа Акерлоф, доктора экономических наук, лауреата Нобелевской премии по экономике и в период президентства Ричарда Никсона занимавшего должность в составе Совета экономических консультантов. В 1997 году американский президент Билл Клинтон назначает ее председателем Совета экономических консультантов при президенте, и это можно считать началом политической карьеры Джанет Луис Йеллен. Должность председателя в Совете экономических консультантов при президенте США позволяет ей входить в состав управляющих Федеральной резервной системы США в качестве представителя американского президента. 6 января 2014 года Сенат США соглашается с позицией президента Барака Обамы, и Йеллен утверждает на должность главы Федеральной резервной системы. Впервые в истории США женщина занимает такую высокую должность. После присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации его жители ощутили все прелести экономических санкций США, введенных Йеллен. Вам известно, дорогие подписчики, что ни один из крупнейших российских банков и мобильных операторов, ни одна известная нефтяная, продовольственная и транспортная компания под угрозой экономических санкций в период с 2014 по 2022 год включительно отказывались работать на территории Крымского полуострова. Дональд Трамп в период своей предвыборной кампании жестко критиковал Йеллен за ее политику в отношении банковского сектора США, а в 2018 году отказался продлевать ее полномочия в должности главы Федеральной резервной системы США. Но после победы на выборах в 2021 году новый президент США Джо Байден назначает Йеллен на должность министра финансов США. И вот в ноябре 2021 года доктор Йеллен сидит рядом с президентом США и высокопоставленными военными и сотрудниками спецслужб. После 24 февраля 2022 года именно с подачи Йеллен были на практике реализованы секторальные санкции в отношении Российской Федерации, которые включали в себя запрет на экспорт и импорт товаров двойного назначения, высокотехнологичных товаров, а также ограничение валютных операций для российского банковского сектора. Настоящим шоком для российских властей стала заморозка 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов Центрального банка и Министерства финансов России, которые хранились в США, Европейском Союзе и Японии. И чтобы экономический удар был более жестче,
Об этом было объявлено перед началом торгов в странах Большой Семерки 28 февраля 2022 года в 12 часов 30 минут по брюссельскому времени. Это был не самый последний и не самый мощный удар коллективного Запада по экономике Российской Федерации. Если это видео наберет больше 1000 просмотров, то, дорогие подписчики и гости канала, мы обещаем рассказать о человеке, который за 2022 и за 2023 год смог не только нивелировать экономическую атаку Елен, но и удержал Россию от экономической катастрофы.